Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Ну что, мы будем сегодня творить контент, потому что я здесь вижу, есть классные легендарки и реликвии. На самом деле здесь можно будет поиграть через магический билд. Тут, в принципе, есть Джакира, Зевс, Орк, Шаман и Лич. О, знаете, можем как еще сыграть? Мы можем сыграть через Лича. А? Как вам идея? Ладно. Будем смотреть от того, что мне бог рандома даст в этой игре. Хотя на самом деле мне бы хотелось, чтобы он мне дал ранних людей. Я бы вышел в ранний 10 уровень. Ну, можно, конечно, и в 12, если бог рандома улыбнется ко мне. Ну, посмотрим. Посмотрим, потому что надежда умирает последней, а бог рандома может мне некомфортно улыбнуться, и мне будет не по себе в этой игре. Ну, короче, посмотрим. Посмотрим, но пока что план у меня такой. Хочу поиграть через магический проказ, хочу поиграть через магический билд, и желательно, конечно, поиграть через 12 уровень. Можно будет поиграть через рыцарей пока что со старта, хотя на самом деле в рыцари я не особо верю, потому что рыцари это такая поплава лютая. Но если, в принципе, ранее 6 рыцарей приходит, и желательно, чтобы Омник и Абадон был в 2 звезды, тогда будет все приятно, все комфортно, все замечательно будет. Тут Мамора еще есть. Если ранее легендар какая-то упадет на 20-м раунде, к примеру, да, я сразу в Мамору ее закину, если, конечно, мне Мамора упадет. Блин, я пока что как-то так слишком сильно загадываю. Марси со старта пришла. Можно было бы попробовать поиграть через Марси на самом-то деле. Возьму, короче, кристальчик. Возьму медальончик, точнее, не кристальчик. Медальончик плюс 25% уклонения. Если что, вот можно будет поставить эльфа, вдруг чего. Ну, посмотрим. Пока что как-то я слишком рано все загадываю. Хотелось бы, конечно, баф людей ранее, но, скорее всего, вряд ли. На самом деле, Марси я обожаю. Марси — это один из лучших керри-героев, на самом деле. Так, ну нормально мне пока что рыцари идут. Я бы сказал, даже добротно. Мана плюс 50 беру, чтобы у меня Марси сразу кастить начала. Кастить и разваливать кабины. Там уже чел один играет на лустрике. Весь свой стол убрал. Короче, план действий. Выйти в баф людей. Либо же выйти в рыцарей. Потом на 10-м раунде получить награду за гоблинов. Ну, естественно, как бы и губозакаточную машину. Без этого никуда. Вот. Получаем вот эти вот все нужные фигуры, нужные реликвии. В целом все остальное. И кайфуем. И кайфуем от того, что мы тут не забираем чувачка. Ну ладно. Ладно. Не, на самом деле баф людей мне нужен. Был бы баф людей, я бы уже в уровень шел. И было бы все замечательно. Либо же хотя бы флоу баф рыцарей. Я, кстати, немножко эльфов поставлю. У меня все-таки есть медальон первого тира, который дает 25% уклонения. Под Марси пойдет. Если бы была пандочка, я бы еще и пандочку поставил. Так, ну дефолтные охотники. У одного, второго, третьего. И 2 чувака, которые играют на лоу-стрике. Ну, для меня это только в кассу. Для меня это только в кассу. Но я думаю, что эта игра у меня будет нелегкой совершенно. Не знаю, на самом деле играть на магах в текущей мете это очень трудно. Очень трудно, потому что, во-первых, есть пачка инсектоидов, которых, ну, извините меня, нужен 1 IQ мозга, чтобы играть на инсектоидах. Есть, ну, элементарно куча предметов, которые сейвят вас от магии, а если вам не приходит нужный керри вовремя... Ого! Если не приходит нужный керри вовремя, то это поплава лютая. Имею в виду то, что если, допустим, вы играете через магов, и у вас не пришел, допустим, Зевс в 2 звезды с нужными предметами, Лич в 2 звезды ранее не пришел с нужными предметами, то вас могут спокойно законтрить. Вот в данной игре можно даже поставить будет 6 морских. И если у меня будет Зевс в 2 звезды с Аганимом, то 6 морских я смогу спокойно пробить. Но если там у чувака появится шар бездны, то я уже не смогу так легко пробивать их. Вообще не смогу так легко пробивать. Не знаю, как-то, ну, магам сложно играть. Особенно в мету, когда инсектоиды играет чуть ли не каждый. Бред полный, короче. Короче, я думаю, вы меня прекрасно поняли. Или тот же самый антимаг. Просто шар бездны сверху накидывается. Хоть, не знаю, и еще 4 морских сверху накидываешь. И все. Твой антимаг рвет всем кабину. Ух. Чего? А что это за подгон такой? Обалдеть. Не, ну надо блочить. Типа я ничего не хочу из этого продавать.
Я вообще ничего из этого не хочу продавать. У меня 6 рыцарей со старта, прикиньте. Блин, а можно будет поиграть через Мамору? Короче, смотрите, если на 10 раунде сейчас мне падает Мамора, я закидываю туда Драгонайта и выкатываю к раунду так 25-му, 30-му Драгонайта в 3 звезды, закидываю с шмотками хорошими и делаю так. Ставлю 3 дракона и 6 троллей. И будем разваливать на этом Драгонайте, правильно? Гениально? Я считаю, гениально. Надо будет попробовать. Мне хочется это попробовать. Но я надеюсь, что мне Мамора сейчас придет. Не, но с таким столом-то будет сейчас попроще. А на самом деле можно даже 6 троллей не ставить. Я вот сейчас гриттера на всякий случай купил. Но не знаю, буду играть через гриттеров или нет. Но вдруг чего, можно будет реально поиграть еще и будет через гриттеров сверху. То есть, смотрите, я собираю через реликвию Маморы Драгонайта 3 звезды. Ставлю гриттеров и кайфую от жизни. И все. У меня Драгонайт 3 звезды будет наваливать, будь здоров. Но тоже не факт. Не факт, потому что все мы знаем, какой бог рандома может быть. Как бог рандома может болтов целую пачку накидать и тому подобное, и так далее, и так далее. На самом деле мне и рыцари не особо нравятся, типа, как синергия потом. Ну, типа, сейчас более-менее окей. Тут куча людей, которые играют на лустрике, мне это только в кассу. У меня есть баф людей, мне это тоже просто в кассу. Ну, в принципе, два вот этих фактора это уже отлично, потому что я сейчас получаю опыт, получаю бабки и потихонечку выхожу в то, что я хочу. Но вот бог рандома может улыбнуться мне не совсем так, как я планирую, потому что Мамора это такая тема, что если она даже на 10-м раунде ко мне придет, она может мне к 30-му, 40-му раунду тупо ничего не принести. Но я сделаю такую стратегию, что не буду отталкиваться от Маморы, чтобы она пришла в 3 звезды. То есть, неправильно выразился. Я не буду упарываться через Драгонайта в 3 звезды. То есть, если падает на 10-м раунде мне Мамора, я буду просто играть от какого-то другого билда, но не буду конкретно надеяться на Мамору, что она сейчас вылупится, и у меня будет огромный стол сразу. Я буду делать так, чтобы у меня стол друг друга дополнил. Вот. А что, баф рыцаря будет работать сегодня, или это так? Акция. А, Драгонайт сдох сразу. Я и винстрик не заберу, прикиньте. Не, сейчас триллион тычек. По закону подлости, триллион тычек. По закону подлости, все как мы любим. Вот так вот. Вот так вот. Не, ну был бы Абаддон 2 звезды. Был бы попроще. Либо был бы Драгонайт 2 звезды, было бы еще легче. Там он кунку у чувака. Не, на самом деле, знаете, в чем минус? Это в то, что если мне сейчас какой-то человек не придет, то будет очень плохо. То есть, если мне сейчас падает на 10-м раунде Мамора, и мне не приходит человек, то я лишаюсь бафа людей. Да-да. Да-да. На самом деле, мне очень хочется записать Драгонайта в 3 звезды. Очень хочется. Так, ну чё? Давай, бог рандома, показывай. В самом деле, есть, во-первых, Касаскола, которая отлично смотрится. Или хаотический договор сделать. Сейчас надо подумать. Надо подумать. Надо подумать, как мы будем поступать сейчас в этом. В этом всем движе. Блин, сложный выбор. Три Маморы. Понимаю. О, антимаг. Ну, кто бы сомневался, что там будет антимаг в море.
А у тебя что? А у тебя пока что ничего, окей. Так, а у тебя что? Тоже пока ничего. Интересно. Так, баф людей есть. Мне нужна легионка. Я выйду, короче, в 6 рыцарей. 6 рыцарей это все-таки будет помощнее, чем 4. Намного помощнее. Так, у чувака вот винстрик 7. Не знаю, смогу я забрать или нет. Вот сейчас и посмотрим. Насколько 6 рыцарей импактовые будут. Если, в принципе, часто сработать, то импакт есть. Но, судя по всему, она не хочет даже срабатывать, как мы видим. Тупо плевать. Или сработает сейчас. Я заберу свои слова назад, если все будет работать. Ай-яй-яй, ну падла ты, ну какие рыцари, ну... Я взял косу в надежде на то, что я сейчас выиграю раунд. Чисто в надежде на это я взял... Ой, короче. Мне так хорошо инсектоиды идут. Можно инсектоиды катнуть? Может примкнуть к темной стороне и сыграть на инсектоидах, а? Не, ну это жестко, это обидно. У меня 6 рыцарей. Ай, короче, ладно. Вы все сами прекрасно видели. Имбовые рыцари. В жизни на них больше играть не буду. Не, типа рыцари прикольные, если они тебе сразу пришли 6 штук. У тебя есть Абадон 2 звезды. Есть Омник 2 звезды. Желательно, чтобы у тебя была легионочка еще в 2 звезды, чтобы у тебя баф людей был. Вместе с Драгона там 2 звезды. Но если тебе она не приходит, то забудь. Тупо забудь. Плевать, да и точка. Но можно типа стартовать на рыцарях и перестраиваться. Я хочу сбить его винстрик. Мне нравится его винстрик. Не нравится его антимаг. Вообще не нравится его антимаг. От слова совсем. Но он там интересно делает. Он там делает себе нежить плюс антимага. Ладно. На самом деле, я не вижу в этом смысла. Типа, зачем делать антимага под 9 нежитью? Ты ж и антимага себе как бы режешь жестко. Видно, я чего-то не понимаю. Ладно, придерживаемся моего плана, о котором я говорил. Будем. Будем делать драконов. Или не будем делать драконов. Короче, я слишком много думаю. Надо просто расслабиться и получать удовольствие. Все. Ну как можно расслабиться, когда у меня фулл стол в единицу? Кроме одного омника, когда у моих противников там все по 2. И там не рубрика все по 2. Там у них все по 2 звезды. Это у меня рубрика все по 1. Блин, я тоже хочу какое-то усиление. Дайте Абадона в 2 звезды. Абадона, Драгунайта. И я буду доволен. Пожалуйста. Бог рандома. Пожалуйста. Хватит мне болтов давать на 28. Дай мне нормальное что-нибудь. Пожалуйста. Молнии. Отлично. Молнии это то, что доктор прописал. Короче, придерживаемся моего плана, о котором я говорил ранее. Собираем дракончиков, магов, либо же богов, дракончиков, магов. Ну, короче, вот такое вот что хочу. Вот такое вот что-то хочу. Поэтому будем придерживаться этого плана. Все. Работаем, ребята, работаем. Хотелось бы, чтобы у меня было хоть какое-то нормальное, адекватное усиление, но, по всей видимости, не сегодня. Ну, типа... Абадончика будет 2 звезды. Абадон бы много мне дал. Так, он там антимага вытащил. Я так понимаю, он антимага вытащил чисто для того, чтобы не проиграть свой винстрик. Это, в принципе, нормально. Либо же он просто нашел антимага себе так. Без мамора. Не удивлюсь, если это так. Тролли хорошо идут.
Но я не хочу Хусика. Типа, можно было бы его поставить, чтобы увеличить свою скорость атаки. Но мне тогда придется жертвовать. Жертвовать бафом людей. А я не хочу. Да, прикиньте. Играет на нежити, при этом он еще и собрал себе антимага. Антимага он вытащил из Маморы. Не, ну он правильно сделал, потому что если бы он не вытащил антимага из Маморы, то, скорее всего, он бы свой винстрик проиграл. Сейчас поступил вот таким вот образом, чтобы выйти в 20 монет плюс, потому что что-то по экономике у меня вообще все грустно. Типа я рискнул, но, если честно, риск максимально неоправданный был. Лучше бы я сидел дальше в 50 плюс монет, как обычно делаю, и кайфовал бы от игры. 50 плюс монет, потому что я вот как бы вышел из инкама, из всего этого, и я не чувствую импакта. Типа у меня стол весь слабый, да, у меня 6 рыцарей, но стол весь слабый. Хотя, чувачка вроде как вынес. Хотя на самом деле, типа, не было бы у меня рукавички, чел бы своих кабанов наспамил так, что ну его в баню. А рукавичка имба, ребят. Говорил и буду говорить. Рукавичка имба. Вообще сейчас у меня более-менее все хорошо. У меня, во-первых, ладно, выйду из инкама, короче, возьму себе 8 уровень. Сейчас все предметы закину в антимага. Я как-то в антимага поболее верю, понимаете? Но я думаю, все бы в антимага поболее верили. Антимаг это имба. Без антимага, как бы, ну, не то. А вот с антимага ты будешь себя чувствовать намного лучше. Вот сейчас я себя чувствую намного лучше и увереннее, потому что антимаг у меня будет сейчас нормально сносить табло. Ну, к сожалению, только не ему, к сожалению. Хотя хотелось бы. Но он хотя бы даст мне время. Поэтому антимага мы по-любому пикаем. Придем в 2 звезды, будет вообще замечательно. Под 6 рыцарей самое то. Не понял, почему его Драгунайт с маной, а мой без? Не понял. Еще один Драгунайт и Кунка. О-хо-хо-хо. Кунка это хорошо. Кунка это отлично. Хотел бы попробовать через 6 людей поиграть. Ну, на самом деле, типа, даже если я сейчас найду себе ранних 6 людей, то я, скорее всего, ничего сделать не смогу. Я не смогу выигрывать. Там стол намного помощнее, чем у меня. Тут чел тоже, кстати, играет, походу, через магов. Драконов магов хочет тоже сделать. Судя по всему. Так, ну чё, давай мне нормальную реликвию. Я буду кайфовать от жизни. Заметьте, мне Лего еще ни разу не пришла. Мог бы рискнуть, конечно, попробовать паролить и найти себе 6-го человека, но, если честно, я этого делать не хочу. От слова совсем. Не, ну если сейчас, в принципе, Мамора мне упадет, можно будет Драгунайта закирить. Аж в глаз что-то попало, прикиньте. Так, Мамора, отлично, давай. Так, обузим. Обузим Драгунайта. Теперь, ребят, ставим ставки. Хотя, какие ставки? Я думаю, по превьюшке все будет и так понятно, но все же. Ставим ставки. Смогу? О, явилась, не запылилась. Спасибо тебе, дорогая моя. Спасибо тебе. Огромный тебе поклон. Тварь бесполезная ты. Просто, ну это трэш. Это трэш. 21 раунд, ко мне пришла легионка. Спасибо. Низкий вам поклон, миледи. Да.
О, бог-жрец там собирается, уже трехзвездочные фигуры понаходил. Это очень плохо. Хотя он там без денег сидит, но я думаю, что он может спокойно себя сейчас в топ-1 даже вывести. Несмотря на то, что у него денег нету. О, еще инсектоид собирается. Кто бы сомневался, что билд 1 IQ будет в этой игре, ребят, вы сомневались? Я ни грамма не сомневался, что здесь будет билд 1 IQ. Слава богу, я его сейчас вынес. Мразь. По-другому, вот таких вот людей по-другому не назвать. Неужели мне сейчас усиление в виде Абадона придет? А? Пу-пу-пу-пу. Надо сейчас сделать таким вот образом, чтобы у меня стояли герои без маны посередине. 1 из 9 Драгонайт, понял? Понял, принял, не дурак. Как думаете, что я лахаю сейчас? Давайте, догадки пишем в комментариях. Что я лахаю сейчас? Кто вдруг не догадался, то я лахаю с того, что у чувака 50 монет плюс, Драгунайт 2 звезды, Абадон 2 звезды, Кунков 2 звезды, Саня в то же время. Ну, у него, конечно, по хп там мало, но у меня весь стол в единицах, только Разор и Омник 2 звезды. Понимаю. О, наныл усиление немножко. Возьму кота и духу. На самом деле, я думаю, в рыцарях уже нет смысла здесь сидеть. Ни грамма. Я не буду в рыцарях сидеть. Все, это забейте. Ну, реально забейте. Я не буду сидеть в рыцарях. Я их буду продавать. Уже поздно. Было бы это усиление немного раньше, было бы замечательно. Но так как усиления нет, то ладно. Короче, поделаем всякие махинации, чтобы у меня Драгунайт смог вырасти. Я больше всего опасаюсь инсектоида. Это такая падла. О, больно. Просто не имба душит. Драгунай, давай расти потихонечку. У меня есть цель. Я ее пока что буду придерживаться. И надеюсь, ты мне в этом поможешь. Можешь Горн на всякий случай взять? Типа, мало ли мне Горн будет хорошо идти, я, соответственно, через Горн смогу сыграть. Chaos Knight мне тоже вообще не шел в течение игры. Типа, с первого раунда стоит у меня Chaos Knight, а он тупо не идет. Орк Шаман уже молодого на 8 уровне. Понял, принял. Понял, принял, не души. Ну да, конечно, игра такая себе, типа, ну, на самом деле, все более-менее хорошо у меня шло. До определенного момента. Все более-менее хорошо было, но до определенного момента. Усиления тупо в течение игры у меня нету. Это как мы видим. Но у меня хотя бы есть хп. И уровень. Ну, это единственный плюс, все. Вот паренек на СТ, как бы сейчас он проиграл тому чуваку, но у него все почти в 2 звезды. И стол аналогичный моему. 4 из 9 Мамора, отлично, потихонечку начала расти. Потихонечку мое творение растет. 60 хп. У меня. Угу. Ну, в принципе, надежда только на то, что мне Драгунайт 3 звезды придет. Но тоже, как я говорил ранее, нельзя. Нельзя прям рассчитывать на то, что тебе 100% придет Драгунайт, и ты от этого Драгунайта будешь играть. Особенно, когда она находится в Маморе.
Особенно, когда там есть инсектоид, у которого все отлично в жизни, все прекрасно. Как мы называем инсектоидов, ребята? Ну-ка, поправьте меня в комментариях. Как мы называем инсектоидов? О! Хочется драконий рог взять. Пригодится. Сразу буду кастить, соответственно, сразу буду много наносить урона. Я еще и магов поставлю. Вообще, на самом деле, лучше богов поставить, как по мне. Да, я, наверное, короче, пока что сыграю через богов-магов, так как у меня есть драконий рог, я, в принципе, могу еще и попробовать покериться по-другому. 4 из 9. Я не особо верю просто в Драгон Найта. Ладно. 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 Четыре из 9 Драгон Найт. Там очень жесткий тип играет сейчас на линии. Больно. Очень больно. Надо немножечко терпения. Немножечко. Верим в моего Драгонайта. Ребят, все вместе сейчас. Берем и верим в моего Драгонайта, что будет все хорошо. На самом деле надо будет Лича, наверное, брать. Вот, кстати, сейчас покажу вам, как маги играются в текущем мете. Насколько все хорошо в жизни у них. Там чел тоже играет 6 людей и 6 магов. Понял, принял. Ребятки, чего вы такие душные? Я бы жить так-то хочу. Я, наверное, морских немного поставлю. Против мага я, наверное, немного морских поставлю. Это не только против мага. Там есть, во-первых, еще и Лина. Тут боги. Ой, ты какой Лич в 3 звезды? Ну ты чё? У меня сейчас слезы из глаз пойдут, алло. Нельзя так играть. Ну давай. Ну я хочу взять спел призм. Мне нужен Лич. Мне 100% в этой игре нужен Лич. Так, против магов, в принципе, окей. Я сделаю таким вот образом. Типа 4 морских мне поможет. 4 морских мне очень хорошо помогут. У меня есть яйцо. Яйцо мне тоже поможет. Сейчас, если Лич придет, то я, соответственно, в Лича закидываю все нужные предметы, и все, я буду хорошо себя чувствовать. Я не хочу спелпризм скипать. Если я скипну спелпризм, мне потом в жизни не придет. Поэтому нельзя. Ну вот, кстати, от мага я хорошо сейчас защитился, но мне это все равно не особо помогло. Ну ладно. Хотя бы не фул лицом мне снесли. У меня просто нету нормального сейчас как бы усиления. Драгонайт, здорово. Ой, Драгонайт, Джекир. Яйцо, аж 2. Одно яйцо хорошо, 2 лучше. Тайт. Оу май. А можно Лич? Я так Лича хочу увидеть. Вот это убираем. Надо разорчика. Так вот. Все, отлично. И одно яйцо я оставлю. Одно яйцо я оставлю. Я его оставлю чисто на Лича.
Так, разор в 3 звезды это хорошо, но все равно без посоха 3-го тира дамага у меня лютого не будет. Но, в принципе, должен Лину забрать. Так, цепочка. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, отлично. Пока более-менее все хорошо. Мне теперь только нужен посох 3-го тира. И с посохом 3-го тира я буду себя максимально отлично чувствовать. Ну, по идее, я вроде как выпутался из ситуации. По идее. Но как она будет дальше, непонятно. Там же есть инсектоид, который может наспамиться. Ну вот вы посмотрите на этого инсектоида. Вы видите, какой он огромный? Это 6. У меня есть проблема. Огромные проблемы. Мне морские, конечно, могут помочь против такого инсектоида, но я думаю, не особо они мне помогут. Типа 60% я буду эвейдить урона магического. Там у него куча магического урона. Плюс у меня есть разор, который массово может почистить его стол. Но мне нужен посох 3-го тира. Но у него также есть орк-шаман, который может наспамить. Ничего себе, как говорится. А мне нужен лич. А лича у меня нет. Ладно, ищем посох. Ищем посох 3-го тира. Дай посох. Падла, посох дай. Чтоб ты долго жил. Ребята, мы находимся в чем-то коричневом. Иди в жопу. Короче, вы поняли. 21 инстрик у молодого. Обалдеть. Ладно, у меня монорегена куча. Поэтому я закину сейчас в Тайда Драконий Рог. Чтобы сразу был станчик. Чтобы сразу закинуть свой контроль. А разор сверху будет, соответственно, кастовать. И носить много урона. Правильно? Правильно. Неправильно то, что у него так стоит. Ну, в принципе, я должен спокойно его порвать сейчас. То есть у меня с ним... Против него у меня не должно быть никаких проблем. У меня есть Тайд, который сейчас сразу станчик свой накинет. Да? Естественно. И будем рвать ему 5-ю точку. А винстрик отдашь? А винстрик отдашь? Отдаст. Еще как отдаст свой винстрик. Отлично. Мне нужен сейчас отлично, еще лича. Зевс. Оу май. Это круто. Так, в Джакира я не верю, я больше верю в лича. Отлично. Да прекрасно сейчас пока что все. Тьфу-тьфу-тьфу. Хан это, конечно, круто. 3-звездочный хан. Только мне нужно будет, чтобы этот 3-звездочный хан пришел мне. Посох. О! О! А это мне нравится. А это мне нравится. Прекрасно. Ну посмотрите, какой у него стол. Алё, ты что такой огромный? Ну мне жопа. Ну типа, как бы я сейчас ни старался, мне скорее всего ГГ. Ну хотя я его сейчас вынес, окей. Ладно, пока живем. Но вы видели, какой у него стол? Орк-шаман 2 звезды и 1 орк-шаман в 1 звезду. 2 дума. О, лич. Давай еще лича. Так, отлично, хан 3 звезды. Мне нужен лич. Знаете, что может спасти эту ситуацию? Лич в 2 звезды плюс агоним. Все предметы, которые у меня есть сейчас, плюс... Отлично. Что делать? Что делать? Как делать? Да никак делать, только, получается, блочить. Блочить получается только. Только так. Ну, ты что такой огромный? Просто вот этот орк-шаман, он может в 3 звезды заспамиться, и он тупо будет вечный сайленс мне держать. В вечном сайленсе будет держать. Хотя... Ой-ой-ой, хорош! Испепелил. Сайленс нет, Дум нет. У меня хоть и есть мифриловый доспех, но это все до одного места будет.
Отлично, все, шикарно, прекрасно, замечательно. Лучше сейчас не придумаешь. Мне нужен агоним. Я сейчас более чем уверен, что мой лич будет намного мощнее. Более чем уверен в этом. Я в лича намного больше верю, нежели в Разора. Потому что, во-первых, у меня спал призм. На самом деле, один раз ему сейчас фартанет по фигурам. Один раз, и все. И у меня конечная будет. Для меня это будет конечная. Финит а-ля комедия. Короче, почему я верю в лича больше? Во-первых, у меня есть спелпризм. Это раз. Во-вторых, у меня есть посох третьего тира. Я буду сейчас кидать по целых 2 чайника. 2 чайника будет лететь, это будет тонна урона. Ну вот, посмотрите, просто. И стер порошок. Фу, стер его стол в порошок. Ну это нежный был. Сейчас мы посмотрим, как мы будем играть против этого самого. Сейчас мы посмотрим, как мы будем играть против этого инсектоида. Вот так вот. А тут я на мобов поставлю, соответственно, так. Так. Там огромный чел. Нереально огромный чел. Я на самом деле надеюсь, что Дум не прилетит в моего лича, и на самом деле я верю, что Орк-шаман не прилетит ему в 3 звезды. Если он там переродится шаман в 3 звезды, это будет больно для меня. Очень больно. Попа болеть будет. Ай-яй-яй, как. Так, еще одна цепочечка. Отлично, сейчас переработаю. Сейчас переработаю я эти предметики. Так, давай, рефрешер, либо БКБ. Понял, ни то, ни другое. О! Это нам надо. Это нам надо. На всякий случай можно реально будет попробовать поставить полностью всех морских. Типа мне от магов вообще нет никакого смысла, а вот от морских будет смысл. Потому что прокаста у него там много со способностей. Так, а я, кстати, могу предмет переделать. Я дурак! Боже! Боже! Ой-ой-ой, какой у него стол! Я дурак! Я перед 35-м раунде переработал первого тира шмотку же. Боже, это поплав... Это, скорее всего, будет конечная. Так, ну у меня БКБ есть, окей, живем, живем. Хилимся, живем. Отлично, вынес. Не, ну возможно мне поставить надо будет сейчас полностью всех морских, потому что, смотрите, у него есть куча урона со способностей. А морские мне могут в этом помочь. Я могу вернуть ему очень много урона. А, понял. Да понял, понял, все, не дурак. Морские? Какие морские? Теперь Сларка я в жизни не найду. Какая же это обидная тема, когда ты тупо, ну, короче, я сам себя переиграл только что. Блин, если ему сейчас фартанет, то он меня вынесет. У него огромный стол, вы просто посмотрите, какой у него стол. Куча легендарок. Сейчас попа болеть будет. Ай-яй-яй. Он Энигму там, кстати, керит. Прикол. Нет, 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 нет. Я даже не выйду из контроля, да? Ну, естественно. Ну ладно. Обидно. Обидно. Очень обидно. И подтекла слеза.
Ну ладно, на самом деле не грех проиграть вот такому вот инсектоиду. Ну, как я уже ранее говорил, что инсектоид это чел, который... Ну, все, кто играет на инсектоидах, это люди, у которых 1 IQ. Ну, а как еще можно назвать таких людей? Никак. Да, как-то так. Не, ну катка на самом деле была классная. Очень классная каточка. Вот моя ошибка в том была, то, что я перед 35-м раундом взял, переработал шмотку. Это лютая ошибка была. Так делать не надо. Я что-то подумал, что на 35-м раунде я смогу еще раз переработать шмотку, но... Короче, я затупил, люто затупил. Ладно, что ж, ну, затупил так затупил, топ-2 тоже прикольно, особенно вот в такой вот каточке, когда мне... Ну ладно, короче, давайте так, вы сами будете судить эту каточку, но я в целом считаю, что катка была вот такая, огненная, кайфовая, мне все понравилось лично. Единственное, вот, аганимчик бы, и с аганимчиком бы я уверен, что я бы его затащил. Но я бы еще был бы более уверен, если бы ему не упал орк-шаман, который накинул на меня тучку сразу сверху. Я бы был бы вдвойне уверен тогда, но чего нет, того нет, правильно? Правильно. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте поддержать меня своим лайком. А кто не подписан, то подпишитесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. А также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.